Ньюфаундленд — настоящий великан с сердцем плюшевого мишки. При весе около 140 фунтов и росте почти в 3 фута он производит внушительное впечатление. Но за этим силуэтом скрывается удивительно мягкий и терпеливый характер. Порода появилась на одноименном острове у берегов Канады, где этих собак изначально использовали для спасения людей на воде. Их стремление помочь заложено на уровне инстинкта. В семье с детьми Ньюфаундленд проявляет невероятную чуткость. Он позволяет малышам играть рядом, трогать уши, даже забираться на спину. И все это терпит спокойно и сдержанно. Это собака, которая не теряет самообладание и не проявляет раздражения, даже когда ее личное пространство нарушают. Он прекрасно уживается с другими животными, дружелюбен с гостями и почти не лает. Его поведение размеренное, а темперамент уравновешенный. Он словно создан для того, чтобы просто быть рядом и создавать атмосферу защищенности. И все же этот мягкий великан — лишь начало. Дальше нас ждет пес, которому доверяли человеческие жизни в горах. Сенбернары родом из швейцарских Альп, где столетиями спасали людей, попавших под лавины. Эти собаки не просто выживали в суровых условиях, они интуитивно находили пострадавших и возвращали их к жизни. В наши дни сенбернары живут в семьях и по-прежнему несут свою тихую, но важную миссию — быть рядом и оберегать. Их поведение внушает спокойствие. Эти собаки редко лают, не стремятся к резким действиям и всегда наблюдают за происходящим с удивительным самообладанием. С детьми они особенно осторожны, позволяют гладить себя, не пугаются шума и ведут себя бережно даже с самыми маленькими. Сенбернар не бросается к незнакомцам, но и не проявляет агрессию. Он будто вглядывается в человека, прежде чем позволить подойти ближе. Это делает его идеальным для семей, где важна предсказуемость и надежность поведения. И хотя внешне он может казаться грозным, внутри это очень спокойное и доброе существо. Но если сенбернар — мудрый охранник, то следующая порода — это воплощение радости и света. Лабрадор-ретривер — воплощение дружелюбия. Его легко представить в любой семье. Он ласков, предан, любит всех без исключения. Это собака, которая всегда рада видеть вас, будь то утро понедельника или поздний вечер. Она приносит в дом ощущение уюта, движения и бесконечного позитива. Лабрадоры отлично ладят с детьми. Они терпеливы, умеют играть без агрессии и никогда не выходят из себя, даже если ребенок шумит или тянет за хвост. Но при этом эта порода довольно энергична. Важно давать ей физическую и умственную нагрузку, иначе она начнет скучать. С другими животными лабрадоры быстро находят общий язык. Они не конфликтуют, не проявляют доминирования и легко идут на контакт. Обучаются они охотно и с удовольствием, особенно если чувствуют похвалу от хозяина. Но, пожалуй, главное в лабрадоре — это глаза. В них нет ни капли настороженности, только абсолютная открытость миру. А за добротой этой породы есть еще один уникальный дар — умение утешать без слов. Золотистый ретривер — собака, с которой становится проще дышать. Она словно создана для того, чтобы быть рядом, когда человеку трудно. Эти псы тонко улавливают настроение, не требуют ничего взамен и просто присутствуют. Мягко, тихо, по-настоящему поддерживая. Они хорошо ладят с детьми, проявляют терпение и заботу. Способны остановить ребенка, если тот делает что-то опасное, и никогда не испугаются шума или активных игр. Золотистые ретриверы умеют быть рядом без навязчивости, создавая вокруг себя спокойную и добрую атмосферу. Их обожают в терапии, и не зря. Эти собаки как будто знают, когда кому-то нужно просто посидеть рядом. С другими животными они ведут себя дружелюбно, не склонны к доминированию или ревности. Их цель — гармония, и они стремятся к ней в любых условиях. Это делает их идеальными питомцами для больших семей с разными характерами и привычками. В доме золотистый ретривер становится частью семьи не на словах, а по-настоящему. Он делит с вами эмоции, участвует в жизни и мягко напоминает: забота — это не громкие поступки, а теплое, молчаливое присутствие рядом. И если вам кажется, что доброта — это качество только больших собак, то следующая порода легко докажет обратное. Такса — удивительное сочетание компактного тела, живого ума и тонкой душевной настройки. Несмотря на охотничьи корни, современные таксы все чаще становятся настоящими членами семьи, способными чувствовать и понимать человека почти на интуитивном уровне. С детьми они ведут себя осторожно и дружелюбно. Позволяют играть, быть рядом, но при этом мягко показывают границы, не проявляя агрессии. Такса умеет быть терпеливой, если чувствует уважение, и часто сама ищет контакта. Ложится рядом, прижимается, наблюдает. Эта порода известна своей сообразительностью и независимостью. Такса не будет выполнять команду вслепую. Сначала подумает.
Но если установлена настоящая связь с хозяином, она слушается с охотой и удовольствием и делает это не ради лакомства, а из доверия. Таксы нередко становятся центром внимания в доме. Они смешные, умные, очень чувствительные. Они не охраняют территорию, не стремятся быть лидерами. Они просто хотят быть рядом, участвовать и делиться своим настроением. Когда в доме появляется ребенок, родители невольно оценивают даже поведение собаки на прочность, терпение и надежность. Некоторые породы настолько чуткие и внимательные, что буквально становятся няньками. Они не просто терпят детские шалости, а сознательно заботятся, следят и оберегают. Такие собаки чувствуют настроение малыша, стараются быть рядом, когда он плачет, и мягко направляют его, когда тот делает что-то рискованное. Их поведение почти инстинктивное — не лаять, не пугать, а создать ощущение безопасности. Особенно это заметно у пород с выраженной эмпатией — золотистые ретриверы, ньюфаундленды, лабрадоры. Они не суетятся, не вмешиваются в процесс воспитания, но интуитивно становятся его частью. Иногда они даже играют роль подушки или живого пледа, который согревает и успокаивает. Но самое удивительное, они никогда не ждут благодарности. Их поведение продиктовано не дрессировкой, а врожденным стремлением быть полезными. А если рядом еще и взрослые, которым не помешала бы моральная поддержка, эти собаки справляются и с этой задачей. А как именно, узнаем далее. Ученые уже давно подтвердили, контакт с доброй собакой снижает уровень стресса, тревожности и даже может нормализовать сердечный ритм. Но в повседневной жизни это чувствуется без приборов. Добрая собака просто идет рядом, ложится у ног, мягко дышит и становится легче. Спокойствие передается от нее, будто тепло через одеяло. Золотистые и лабрадоры — частые участники терапевтических программ. Их не пугают больничные стены или слезы. Они остаются уравновешенными и внимательными. Они как будто знают, когда лучше просто молчать, а когда подставить лапу или облизнуть руку. Даже дома, в обычной обстановке, добрые породы работают как живые антидепрессанты. Их ритм спокойный, движения мягкие, поведение предсказуемое. Это особенно важно в семьях с детьми, где родители устают, а атмосфера в доме часто меняется. Там, где есть такая собака, есть точка опоры. Но самое важное, такие собаки не требуют много взамен. Им достаточно быть рядом, чувствовать, что они нужны, а в обмен они отдают удивительное внутреннее равновесие. И именно это равновесие позволяет им даже в самых напряженных ситуациях не терять дружелюбие. Внешность может быть обманчива. Крупные собаки с мощными лапами и громким голосом часто оказываются гораздо добрее и спокойнее, чем их миниатюрные собратья. Ньюфаундленды, сенбернары, лабрадоры — они внушают уважение с первого взгляда, но вместо охраны выбирают доброжелательность. Даже если их кто-то провоцирует, такие собаки не торопятся вступать в конфликт. Они скорее отойдут, чем начнут ссору. И даже когда ситуация становится напряженной, они сохраняют хладнокровие. Это не слабость, это контроль над собой, который идет изнутри. Эта особенность делает их особенно ценными в семьях с детьми, ведь там всегда есть неожиданные звуки, резкие движения, случайные толчки. И добрые собаки реагируют на все это с удивительной терпимостью. У них словно встроен фильтр, отделять случайное от реального повода для реакции. Иногда кажется, что у них нет инстинкта самообороны. Но это не так. Если действительно возникнет опасность, они способны защитить. Просто они выбирают доброту как норму. А эта черта делает их особенно ценными среди других животных. Добрые породы не только легко находят общий язык с людьми, но и прекрасно взаимодействуют с другими животными. Это важно, если в доме уже живет кошка, другая собака или, скажем, кролик. Лабрадоры, ретриверы и ньюфаундленды воспринимают других питомцев не как конкурентов, а как часть своей стаи. Они не лезут в драку, не отбирают игрушки и не ревнуют. Их поведение спокойное, размеренное. Они наблюдают, подстраиваются и даже если чувствуют дискомфорт, стараются мягко уйти, а не ответить агрессией. Такое поведение особенно важно в многопитомных семьях, где важен общий баланс. Добрая собака становится связующим звеном. Она уравновешивает, не провоцирует и демонстрирует, что в доме можно жить мирно. Даже если кошка сначала шипит, а декоративный кролик пугается, добрый пес не теряет самообладания. Он подождет, даст время и в итоге заслужит доверие. Именно поэтому такие собаки нередко становятся любимцами всей звериной семьи. А вот охранять эту семью не совсем их сильная сторона. И это не минус.
У некоторых собак охранный инстинкт просто отсутствует. Это не значит, что они слабые, просто у них нет внутренней потребности защищать территорию, лаять на незнакомцев или рычать на звуки за дверью. Лабрадоры, ретриверы и сенбернары предпочитают дружбу даже в отношении чужаков. Они скорее виляют хвостом, чем подают голос. Для них незнакомец не угроза, а потенциальный друг. Такое поведение может удивить, особенно тех, кто привык к сторожевым породам. Но в семейной жизни это часто оказывается плюсом. Эти собаки не создают лишнего шума, не пугают гостей, не тревожат детей своим лаем. А если действительно случается что-то тревожное, они подают сигнал тихо, взглядом, движением, но не истерикой. Это делает их комфортными для жизни в квартире рядом с маленькими детьми и пожилыми людьми. Добрые породы не охраняют в привычном смысле. Но они создают ощущение надежности другим способом, через свое присутствие, уравновешенность и доверие. И это куда более ценно, чем просто громкий лай. Некоторые собаки словно рождены для того, чтобы помогать. Их не нужно специально учить сопереживанию или терпению. Эти качества у них в крови. Именно поэтому лабрадоры и золотистые ретриверы так часто становятся поводырями, терапевтическими и служебными собаками. У них стабильная психика, высокий интеллект и почти безграничная доброжелательность. Такие собаки помогают людям с нарушениями зрения, сопровождали солдат с посттравматическим стрессом, успокаивают детей с аутизмом и просто облегчают жизнь тем, кто нуждается в поддержке. Они не просто обучаемые, они мыслят по-человечески, чувствуют интонации, улавливают эмоции, подстраиваются под ритм жизни хозяина. В быту эти качества тоже проявляются. Добрые породы интуитивно понимают, когда нужно подойти, лечь рядом, а когда не мешать. Их поведение не требует контроля, оно надежное по умолчанию. Это делает их незаменимыми не только в профессиональной среде, но и в обычных семьях. А когда они чувствуют, что могут помочь, они делают это с особым энтузиазмом. Потому что желание быть полезным — это одна из самых сильных черт таких собак. Добрые собаки не просто любят своих хозяев, они обожают быть нужными. Это не навязчивость, а внутренняя мотивация. Лабрадоры и ретриверы, например, с радостью подают вещи, приносят тапки, закрывают двери и даже помогают накрывать на стол, если их научить. Они радуются, когда могут выполнить задание, и с огорчением реагируют, если чувствуют, что бездействуют. Их активность направлена не на разрушение, а на участие. Они хотят быть вовлеченными в прогулку, в игру, в домашние дела. Эта особенность особенно ценна в семьях, где важна помощь и участие. Такие собаки становятся не просто питомцами, а настоящими союзниками. В воспитании детей, в организации быта, даже в эмоциональной поддержке. И, что особенно приятно, они не требуют похвалы за каждое действие. Для них сам факт участия уже награда. Они просто хотят быть рядом и чувствовать, что тоже вносят вклад в общее дело. А еще они умеют выражать свою привязанность тонко, без лишнего шума. Добрые собаки редко проявляют чувства бурно. Их нежность тихая, ненавязчивая и очень искренняя. Они не прыгают без повода, не требуют внимания криком. Вместо этого они просто ложатся у ног, прижимаются плечом, осторожно касаются носом руки. Эти маленькие жесты создают удивительное чувство близости. Золотистые ретриверы, ньюфаундленды и лабрадоры умеют быть рядом так, что их почти не замечаешь. Но стоит им уйти, и в доме будто становится тише. Их присутствие наполняет пространство теплом и спокойствием. С детьми они особенно нежны. Могут лечь у кроватки, ждать у двери, следить за каждым шагом малыша. И при этом не мешать, не навязываться. Их поведение почти всегда подстроено под ритм семьи, под настроение хозяев. Именно такие собаки становятся теми, кого не просто любят, к кому тянутся. Потому что с ними легко. И даже в моменты, когда жизнь идет не по плану, их мягкое присутствие все ставит на место. А еще они удивительно понятливы. Но легко ли таких собак воспитать? Обучение добрых пород редко вызывает трудности при правильном подходе. Они не упрямятся, не сопротивляются, не спорят, но и не подчиняются бездумно. Главное для них — чувствовать, что отношения построены на доверии, а не на страхе. Таксы, ретриверы, сенбернары и лабрадоры отлично откликаются на спокойный тон и похвалу. Они улавливают настроение дрессировщика, чувствуют уверенность или раздражение. Если человек спокоен и последователен, собака с радостью учится, причем быстро. Наказание и крик здесь не работают. Такие породы очень чувствительны к тону. Даже легкое разочарование в голосе хозяина может подействовать на них сильнее, чем строгий окрик. Поэтому подход к обучению должен быть мягким, но уверенным. Результат — собака, которая не просто знает команды, а понимает правила жизни в семье. И соблюдает их, потому что хочет, а не потому что боится.
И именно это делает их особенно ценными. Ведь с такой собакой можно спокойно идти даже туда, где много незнакомцев. Многие добрые породы спокойно относятся к незнакомым людям. Они не бросаются вперед, не лают, не настораживаются без причины. Их инстинкт — не охранять, а знакомиться. Особенно это заметно у лабрадоров и ретриверов, которые встречают гостей радостным вилянием хвоста, а не рычанием. Для семьи это качество — настоящее спокойствие. Не нужно переживать, что собака напугает курьера, друга ребенка или соседа. Она скорее обнюхает, примет и предложит поиграть. Собаки с таким характером идеально подходят для семей, где часто бывают гости. Они не ревнуют, не теряют самообладание, не защищают свое от каждого нового человека. Они воспринимают всех как часть большого круга общения. И даже если кто-то не любит собак, рядом с такой породой расслабляется. Потому что эти псы не навязываются, а просто предлагают: «Я друг, ты тоже можешь быть другом».